Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов, канала Дзен, канала YouTube, канала Рутюб и сообщества ВКонтакте. Сегодня обращаюсь к подписчикам канала YouTube. Вас там подписывалось еще 200 человек. То я по сотне снимал каждый раз ретро-видео какое-то. А теперь я вынужден, это с одной стороны приятно, после 200 снимать. То есть я сейчас объединю, да, было 800, то есть с 900 и 4000. То есть у меня уже больше 4000 подписчиков. Ставим лайки, подписываемся. Всех там собак, кошек, теток, дядек, братьев, сестер, соседей. Всех подписывайте. Так, больше подписчиков, интереснее канал будет. Так, сегодня будем говорить, как ни странно, о наших блесных, о российских блесных. Произведены, конечно, не в России, я так думаю, а скорее всего на Тайване. На тот момент на Тайване заказываю. Это лишнее, потому что это шведский мир. Так, это потом. Блесны под общим названием Аэлита, название, вернее, они не имеют, имеют только номера. Видите, там артикул такой-то и вес, цвет и так далее. Аэлита — это торговая марка торгового дома Апика Фиш в Москве. Когда-то вполне себе на коне фирма была, сейчас, по-моему, один магазин остался, а было больше, может, и, конечно, я и вру. Достаточно интересный ассортимент, плюс свои какие-то снасти заказывали. Вам они должны известны как минимум быть как производитель ящиков. Вернее, они первые такие ящики поставили на рынок российский, а теперь их в огромном количестве можно везти с торговыми марками, без их найти. Еще удочки у них были, катушки проводочные, что там еще, журналы они выпускали сами. Долгое время, соответственно, были вполне себе на коне. Сейчас просто все это дело осложнилось в целом. Но блесны в наличии еще остались, и купить их можно. Не только блесны выпускала или выпускает эта фирма, но и достаточно интересные воблеры. Чаще всего, как и блесны, это копии хороших известных приманок по цене, соответственно, меньшей, что не может не радовать. А качество зачастую одно и то же, потому что в большинстве своем подобные блесны заказывались на одних и тех же заводах на Тайване, например. Хотя здесь явно нигде не указано, где это произведено. Можно, в принципе, по штрих-коду опознать, да, вот кому интересно. Вот штрих-код, в принципе, посмотрите, кто производитель, где это сделано. Так, я набрал те блесны, которые как раз напоминают блесны других производителей, более именитых, чем Аэлита и Апика Фиш. Так, маленькие колебалки на кого похож, скажет? На что? Нет, на шторлик вы не скажете. Вы, скорее всего, и знать не знаете, что за блесны за шторлик такие. Это похож на дамовские блесны Дам FZ мелкие, 6-граммовые. А вот эти еще больше похож на них, потому что они как раз в таком в натуральном камуфляже так и назывались натурал, да, эти Дам FZ натурал, например, или там вертушки такие были, то есть голограмма, напоминающая чешую рыбы, поэтому и взял. В смысле, не потому что чешуя, а потому что дам напоминает. Дальше, я их тут по 2 штуки в основном набрал. Так, вот эти я так и не опознал. В целом, по компоновке напоминает блесны немецкой фирмы Бальцер, Колонель называлась серия. Были точно такие же или нет, не знаю, не видел я. Немного отличается груз, немного отличается форма лепестка. Поэтому условно немецкие, а так не знаю, могу ошибаться. А вот эти точно были, и выпускала их фирма Дам. Назывались они стрекоза, ну по-немецки, естественно, блин, клевы какие-то, но это мы выпрямим все. У них в специфической форме лепесток вот такой, вытянутый с волнистым краем и с сложными изгибами. С другой стороны, конечно, блесна универсальная, советских времен примерно такие же изгибы имела, только она раза в 2 шире, наверное, чем этот лепесток была бы. И здесь я, видите, набрал маленькие, есть, видите, с разными цветами, и побольше. Так, сейчас их будем откладывать, смотреть, взвешивать. Куча канцелярских резинок, аптекарских, вернее.
Две вот таких блесны. Что за блесна? Кто знает? Кто знает? Никто не знает. Тоби от фирмы Абу Гарсия. Здесь вот как раз поздние Тоби примерно так и выглядели. То есть они со светоотражающей пленкой голографической вот такой яркой. Пригодятся обязательно. Так, потому что фирменные стоят дорого, отрывать фирменные еще дороже. Так, еще две стрекозы. Белые с красными точками побольше. Так, еще два условных колонеля. Так, а что они у меня одинаковые-то? Одинаковые разве? Я вроде разные заказывал все. Разные. Там синий рисунок, здесь зеленый рисунок. Так, рыбе не пофиг ли называется. Так, еще две стрекозы со светоотражающей побольше. Так, еще две стрекозы. Так, это белая. Да, белая с светоотражающей пленкой а-ля натурал. Натюрель. Так. Дальше побольше эти колонели. Тоже голографическая наклейка со сложным рисунком, треугольники всякие, хаос. Хотя там просматривается какая-то некая рыбья голова и чешуя. Так, окуневая. Голограмма и красный рисунок. Так, маленькие колебалки, не знаю кто. Вряд ли с головы взята, с рельефной чешуей. Причем она не выбита, а она выпуклая как раз. Толщина приличная, размер заявлен 3,5 грамма, я думаю побольше. Выглядит очень интересно. Так, еще две стрекозы маленьких. Белые с красными точками, наверное, да? Нет, натуральные. Так, а красные они, вот они. Красные они или желтые, не поймешь. Металл сделали, фиг поймешь какой. При свете лампы, ну будем считать белый. Так, и еще два колонеля. Условных опять же. Так, давайте смотреть. Начнем с колебалок, их просто меньше. Так, на данный момент там было не очень много блесен мелких. Эти я взял, потому что они как раз вот в ультралайтовые веса укладываются. Давайте, во-первых, магнит. Крючки тонкие, острые. Магнит. Материал не магнитный. Вообще. Заявлено 3,5. Имеем 3,6. Ну, с учетом колец и тройника, вполне себе угадали. Так, следующее. Где у нас это? Бумажки будем в кучу. Трубочки в другую кучу. Может, еще и трубочки для чего пригодятся. Так. Такие вот подложки с щукой и окунем, да, и по номеру определить модель на всякий случай. Вот это 3030. Так, размерность 2,0. 3,6 одинаково. То есть высокая повторяемость. Так, сама блесна длиной 3 сантиметра, 3 миллиметра. Так, дальше следующее. Условная Тоби. Материал тоже металл толстый. Крючки тоже тонкие, острые. Неплохие. Ой, действительно неплохие. Трубочки. С внутренней стороны ничего. Очень яркая, блестящая. И изгиб, ну, по-моему, повторяет Тоби. Не магнитится. Вес заявлен 10 грамм. 10,1. Прям пока за весовую культуру 5 баллов. Могли бы, конечно... но с другой стороны колебалки вертлюжков нет, только заводное кольцо. Сам металл довольно толстый. И вот эта вот голограмма с краев, я гляжу, может все-таки отклеиваться от времени. Ну, посмотрим, может и не отклеится. Так, трубку забыл снять. Поэтому, наверное, чуть-чуть добавился вес. Так. Нет, 10,02. Чуть-чуть больше. Так, длина блесны сантиметров 7, наверное. Меньше, 6. 5,8. 5 сантиметров и 8 миллиметров. Так, дальше.
Те блесны, которые можно, не знаю, принять за дамовские FZ, достаточно эффективные, но у того же дам меньше, по-моему, 7 грамм или 6 грамм блесен таких и не было. Тут заявлено 6 грамм, вот он, пожалуйста. И ширина тройника вполне соответствует ширине блесны. Вроде блесна маленькая, а лепесток, крючок довольно широко лапки расставляет. Да? Номер крючка большой, да, вот смотрите, сколько тут. Тройник, сколько там получается, 16 миллиметров, а ширина блесны чуть-чуть побольше. 18 миллиметров. Почти соответствует. Не магнитится, магнитится только тройник. Голограмма, но под рыбку раскрашена блесна. 6,4. Перебор. Так, следующее. Удобно, что довольно хорошо снимаются трубочки, потому что на некоторые блесна натянуты с таким усилием большим, что кроме как срезать, освободить никак не получится. Вот тут скобы, блин, хрен оторвешь. Так, 6 грамм. 6,4 совпадает, но перевес небольшой есть. Так, две взял другого цвета, здесь другие голограммы наклеены. Так, одна из них желтая голограмма, пленка, вернее, с голограммой. Так, кольца соразмерные, небольшие совсем. Так, тройник большой, 6 грамм, с внутренней стороны белая, так же как и те предыдущие. 6,3. Так, и осталась вот такая тоже под рыбу, более глянцевая, не знаю, лишь бы не отклеивалась вот эта вся фигня, а иметь просто белую блесну довольно скучно будет. Ну, с другой стороны, может, она и долго не проживет, да? Коряги они такие. О, вообще ничего не написано. Брак. Другая какая-то серия, да? 6,5, самая тяжелая из всех оказалась. Так, а может она уже и магнитится? Ну, какие-то попытки есть, но минимальные. Так, с колебалками закончили. Соответственно, вот так они выглядят с внутренней стороны каждая, да? И цветные они вот так. Гораздо более весело, да, выглядит. А здесь просто рисунок чешуи. Зато он не отклеится. Текс. Куча картона. Так, давайте стрекоз... Нет, стрекозы оставим напоследок. Давайте смотреть вот эти, которые заявлены как... Ну, не заявлены, а мной заявлены как похожие на Бальцер Колонель. Мушка там точно такая же. Клей здесь есть. Можно, наверное, капнуть еще суперклея, чтобы не разлетелась вся эта красота. А то без нее, опять же, будет скучно, грустно и некому руку пожать. Так, довольно тонкая проволока, но упругая. Лепесток вытянутый и почти плоский, края чуть-чуть загнуты. Не магнитится, как ни странно. Так, заявлено 6,5 грамм, получилось 6,9 грамм, перевес. Так, вторая такая же большая. Так, где она есть-то? Вот. Стоили недорого, поэтому брал сразу парами про запас, чтобы больше не покупать. С другой стороны, если вдруг окажется эффективным, потом обыщешься, называется. Сразу буду исправлять оси чуть-чуть, подправлять. Так. Шесть и 9 одинаково. Повторяемость высокая, но, к сожалению, отличается с тем, что написано. Так, такие же, только со светоотражающей пленкой и рисунком рыбы. Вроде мушка проклеена, но
желательно все-таки на всякий случай. Хорошо, хоть их моль не съел. На старых бывает, что и все приносит одни несколько волосков и все. Так. Ну ё-моё, куда? Ого, 7,5. Вот так вот. Еще больше на грамм. Вы что, ребята? Так. Ну, найдется для всех работы, конечно, но как-то странно. Настолько большое различие в весах заявлено. Аж на целый грамм. Поэтому учитывайте, когда использовать будете, если у вас такие же блесны будут куплены в магазине Apica Fish. 7,1. Да, что-то их это колбасит. Так, дальше. Текс. Красные-красные, зеленые и синие-синие. Все одного размера, но по-разному, разные наклейки на лепестках. Когда-то я у них покупал разные воблеры. Начинал я, покупал у них всякие твичинговые маленькие миноу. Почему-то вот они вообще никак не заработали. Потом были у них некоторые вариации на тему японских воблеров, шедов, крэнков. Вот они рабочие оказались, 5 грамм в основном. Причем там были, у них очень небольшие крючки были использованы. И причем если здесь на вертушках они коричневые крючки, то там везде были такие а-ля морские, то есть они серенькие, не блестящие белые, а серенькие. 5,2. И тоже и меньше, чем казалось бы нужны для тех воблеров. Потом самый последний, насколько я помню, я купил у них крэнк, назывался крэнк, ну крэнк фэт, назывался он шорти. Выглядит в принципе как головлевый воблер такой нормальный, но вот что-то, если он мне, даже не последний, я потом у них еще VIP купил. Выглядит вполне себе презентабельно и мне визуально нравится, но рыба почему-то его игнорирует. Ну, может быть, в моих руках это неправильное использование было воблера, поэтому когда-нибудь ему еще шанс выдастся. Ну и VIP был куплен для зимней рыбалки, когда мода на них пошла. Выглядит довольно необычно, и у других фирм я такого не видел формы. Работать работает, а вот рыба тоже на него не была поймана. Я его только пробовал со льда, и на мой взгляд эффективнее как раз были, по крайней мере, балансиры. В тот момент, по крайней мере. На балансиры у меня рыба попадалась, а вот на вибы почему-то у меня ничего не попадалось. Но я так вот целенаправленно как-то не ловил, пробовал. Так. При заявленных 4,5 грамм везде на грамм примерно перевес. Так что тут что-то они намудрячили. Ну, в смысле, не они, а производители. Потому что Apica Fish только заказал где-то эти блесны. В основном я покупал вот из-за таких вот блесен, мне они интересны. Когда-то вот они в начале 2000-х появились во многих магазинах. Не они, а именно дамовские блесны. И им подобные. И несмотря на свою привлекательность, на мой взгляд, вообще классно сделано. Нифига не работали, у них лепестки плохо заводились. И рыба на них не клевала, не магнитится. Так, заявлено, так, сколько? 3,5 грамма, 3,4. Все хорошо. Мне такое ощущение, как будто разные вообще эти заводы делают. Так, следующее. Поэтому мне очень понравилось, захотелось их, потому что я помню такие, и никогда я на них не ловил, хотелось попробовать в работе. Так, здесь интересно, у тех самых колонелей как бы, у них желтая, красная опушка, а у этих оранжевая.
Так, 3,5. Прям точечка в точечку. Также эта фирма выпускала еще под своей маркой и спиннинги, и удочки, в смысле для летней рыбалки, ну и для зимней тоже. То есть достаточно большой ассортимент снастей. Леску не помню, была или нет. Так. Цены были такие средние на все в магазине, то есть можно было купить не одну. Я у них покупал, не у них. По-моему, я какую-то у них покупал катушку еще когда-то со светоотражающей пленкой натурал. Так. На самом деле Nature, природа, там на 4. Это имелось в виду. Так. Специально брал нескольких размеров, потому что часть из них уйдет на ультралайтовые комплекты какие-то. Есть желание еще когда-нибудь, может быть, собрать российский комплект. То есть не китайской фирмы вообще. Была такая фирма Tail and Scale. Tail and Scale, хвост и чешуя. Ни хвоста, ни чешуи, соответственно. Ну, так и вышло, да. Потому что первая национальная рыболовная компания. Вот у них очень интересные спиннинги были выпущены, много. И когда-то я в магазине крутил, но не купил, потому что на катушкодержателе много металла было, мне такой не хотелось. Я хотел прям а-ля японский форелевик что-то взять. Оно примерно в том же виде выполнено, River Princess. Но металла многовато было. Я не купил, он стоил как-то недорого совсем. Купил что-то другое, или не купил, то тот момент вообще ничего такого не нашел подходящего. Потом уже не возвращался в тот магазин. Фирма перестала быть, мне захотелось. Я обыскался, нашел один сломанный в Ярославле. Какие-то числились еще где-то, их не было в наличии. Соответственно, я так его и не купил. Так что у кого-то, если вдруг лежит дома Tail and Scale River Princess до 3,5 грамм, я бы купил. Но так как, скорее всего, я его не найду, по крайней мере, в ближайшее время, то получится, наверное, только совсем какой-то простой взять спиннинг. Я видел фирма, которая называется Сабаниев, выпустила спиннинги дешевые. Там есть модель до 8 грамм, а я хотел меньше. И тот выглядел прям вообще отлично, и с деревянной вставкой в катушкодержатель. Следующий из них был, по-моему, назывался Light Arrow, легкая стрела. Он уже с раздельной рукояткой, которую я не хотел на тот момент, потому что был момент, когда-то я старался покупать именно спиннинги с раздельной рукояткой, и другие не считал современными, хорошими. То есть, если у него прямая прямая рукоятка, то, соответственно, оно меня на тот момент не интересовало. Сейчас я заинтересовался ретро-снастями. Там по умолчанию, в принципе, получается... Блин, ну что он слезать придется. Зацепилась за бородку. Трубку никак не снимешь. Там по умолчанию у всех прямые рукоятки есть, и даже с винтовым катушкодержателем, просто прямым, что наиболее вроде, в смысле, наименее удобно, но тем не менее использовалось всеми и вся, потому что он недорогой и надежный. Так, 5,4, а заявлено 5, 10 больше. Так, о, интересно, у желтый грузик. Только сейчас обратил внимание, 5,3. А у белых белый, соответственно. 5,3. Ну уж дотерпите, тут осталось 3 блесны, мне все равно распаковывать надо было. Так что пока не получилось. Еще была фирма, я хотел именно те фирмы, которые перестали существовать, выбрать. И вторая фирма, которая была неплохой, но перестала, к сожалению, существовать, это фирма Котус. Котус, насколько я помню, это пескарь по латыни. У меня от этой фирмы был спиннинг ультралайтовый. На тот момент мы знать не знали, что такое микроджиг вообще. И купленный вот такой нарочито микроджиговый спиннинг. Правда, ну, рукоятка была, блин, да что ты,
пробковые и с винтовым катушкодержателем, они раздельные или скелетные, как в более поздних моделях. О, это еще и грузик, их у всех так. Грузик покрашен с этой стороны розовым. Да как-то странно, вроде у других не было. Это они на полоски красили, туда мазанули. 5.4. И, соответственно, я толком и не знал, что с ним делать, потому что у нас на тот момент ловля на твистер или барахлост велась как на вращающуюся блесну. То есть забросили и подматываем к себе просто равномеркой. Никаких там падений на дно, ну, можно было опустить, конечно, на дно сначала. 5.7 еще тяжелее. И потом просто вести равномерной подмоткой эту блесну, эту приманку, как блесну, действительно так и есть. И рыба клевала, и я так это решил, тоже сейчас буду пробовать скоро. И какое-то время я половил, и оно мне не понравилось вроде бы. Потом я попробовал ловить этим же спиннингом на всякие ультралайтовые приманки, обычные воблеры. И причем на этот же спиннинг был пойман, назывался Котус Микробит, если кто там встретит. Как ни странно, оказывается, неплохой, потом продал его. Щуку на 2, 300 что ли. Это вот самая большая, в какой-то период была для меня щука. И спиннинг вполне себе справился, хотя использовал я его совершенно неправильно. Потом оказалось, что такие спиннинги используются для ловли как раз на мягкие приманки, и это копия подобных им немецких, как вот эта копия немецких блесен от Apico Fish. Но там были немецкие спиннинги от Kotus. Сейчас бы я тоже, наверное, попробовал. Я находил даже подобную модель от DAM, но тоже меня что-то не заинтересовало. Вряд ли там вообще какая-то чувствительность предусматривалась, кроме мягкого кончика. То есть мы сейчас в руку требуем чувствительности, и отбивалось, чтобы дно, и рыба клевала. А тогда достаточно было, чтобы сильно мягкий, как сторожок, кончик. Соответственно, тоже вариант. Только я хотел взять катушку от Kotus. У них там были маленькие мини и микро модели. Не помню, там 650, 550. У них был кноп деревянный. Причем не бабышка вот эта цилиндрическая, да, там чечевицеобразная еще какая-нибудь, как у дайвовских катушек, например, а вполне себе выточенный такой, ну не знаю, там конус деревянный, скажем так. И вот и спиннинг от Tail & Scale River Princess хотел. Ну, не нашел ни того, ни другого фактически, очень расстроился. Поэтому, если у кого-то есть River Princess в хорошем состоянии от фирмы Tail & Scale, я бы купил. Ну, или махнул на другой какой-нибудь, потому что мне хочется собрать. Потому что российского производства у меня разные блесны есть, фирмы North 3, ну, не только блесны, там и разные приманки. North 3, Apico Fish, есть более ранние приманки. Хотелось бы попробовать все это, как оно вообще сейчас. Молодость вспомнить, да? Но, к сожалению, найти не получилось. Увы. Так, спасибо всем, что досмотрели. Лайки ставим, подписываемся. Уже больше 4000 человек, я вижу, там еще сотня набежала. Поэтому наберется еще, соответственно, будет еще. Тут пришлось, видите, совместить распаковку блесен, целую гору, с небольшим рассказом, с экскурсом в начало 2000-х в данный момент о фирме Apico Fish с ее маркой Элита, достаточно разнообразным товарным ассортиментом, ну и который до сих пор еще продается, им можно воспользоваться в магазине, найдете Apico Fish в Москве, зайдите, купите что-нибудь. Не реклама, потому что они мне ни копейки, естественно, никто не заплатил, я просто там купил, потому что когда-то там покупал. Ну, решил добрать и использовать. Все, всем пока.